Привет, друзья! Сегодня задача из Китая. На прошлой неделе прошли экзамены в 11 и в 9 классе. Это 9 класс, Гонконг. Дан полукруг с центром в точке О. В него вписан прямоугольник с площадью 24. Отрезок слева равен 2. И нужно найти радиус этого полукруга. Я не нашел чистого школьного геометрического решения. Ну, оно соответствует китайскому решению. Смотрите, что у меня получилось. Итак, внимание. Я напомню, что у нас площадь прямоугольника S 24. Вот этот отрезочек равен 2. И нужно найти радиус. Радиус этого полукруга. Ну, раз нужно найти радиус, то примем его за x. Тогда вот этот отрезочек будет соседний с двойкой x минус 2. Ведь вот это радиус, правильно? И минус двоечка. Все. Затем я радиус проведу еще вершинку из центра прямоугольника. Раз. И это радиус. Это ж радиус. Он равен x, правильно? Прямоугольный треугольник у нас. Надо найти или выразить второй катет. Вот этот катет нужно найти, выразить. Откуда? Так у нас площадь дана. S равно 24. Это же А умножить на B, длина на ширину. Отсюда следует, что ширина равна 24 делить на А нормально. А сколько-то А будет? Х минус 2, да х минус 2. Ну, в силу симметрии, либо из равенства двух желтых прямоугольных треугольников. Значит, вся длина 2 раза по х минус 2, тогда ширина 24 на 2 раза по х минус 2. Получается 12 на х минус 2. Все, катет, гипотенуза. Разбиваем Пифагором. Пишем красиво. Пифагор. Кстати, как фамилия Пифагора, не знаете? А отчество? Вот ничего вы не знаете. Потом расскажу. Итак, х минус 2 в квадрате плюс 12 на х минус 2 в квадрате равно х в квадрате. Может, повезет и будет биквадратное. Смотрим. Х в квадрате минус 4х плюс 4 плюс 144 на х минус 2 в квадрате равно х в квадрате. Нет, ребята, не повезло. Кубическое. Все видят, что кубическое, да? Давайте как-нибудь красивенько я его упрощу. 144 напишу в одной части уравнения, а это минус 4х плюс 4 в правую перенесу, четверку вынесу, х минус 1 и сокращу. Единица 36. Ну все. Получается такая красивая штука. Х минус 2 в квадрате. Избавляюсь от знаменателя при всех допустимых там. Двойки не равно 36. Вот если все это раскрыть скобки и упростить, смотрите, что получится. Получится х в кубе минус 5х в квадрате плюс 8х минус 40 равно нулю. Ну, нормальное дело для семиклассника даже. Видели? Здесь очень красивая группировка. Не надо применять всякие безу или что-либо. Х в квадрате вынесли. Вынесли, осталось что? Х минус 5. И здесь восьмерку вынесли, осталось х минус 5 равно нулю. Ну и финальное запишу где-нибудь там повыше. Что у нас получается? Х минус 5 я вынес. Осталось х в квадрате плюс 8 равно нулю. Так, х в квадрате плюс 8 больше нуля при любых х. Ну, а если это приравнять нулю, получим х равно 5, это и есть корень. Все, задачу нельзя было угадывать. Это же письменное решение. Конечно, можно было поугадывать все размеры, поподбирать, там вдруг целое есть. Ну, это получили бы 0 баллов, конечно, и плакали потом долго китайскими слезами горючими. Что интересно, посмотрите, радиус равен 5, то есть гипотенузка наша 5. А сколько катет х минус 2? 3. А сколько второй катет? 4. Так тут египетский зашит. Ребята, Египет зашит, неужели нет красивого решения? Постарайтесь, это будет домашнее задание, найти красивое решение. Мне не удалось, но вы же сильнее меня, сильнее тренера. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков, пока.